зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня на обзоре очередной гайковерт. Гайковерт под брендом Mekibor, который приехал с сайта Валберес. Приехал в таком вот чемодане, металлические защелки, в принципе, точно так же, как и гайковерт из прошлого обзора на 600 ньютон. Данный гайковерт заявлен 800 ньютон. Вскрываем, смотрим, наблюдаем инструкцию вот с таким же немножко корявым переводом, но на русском языке, что, конечно, не может не радовать. Ну и вот весь, в принципе, комплект. Опять же, такой же комплект, как и в прошлый раз, только гайковерт у нас уже на 800 ньютон. Ну что, вынимаем гайковерт, вынимаем зарядную станцию. Вот такая зарядочка, заявлена на 2 ампера. Вот так. Прикольно, кстати, сделано. Опять же, как Формула-1 дизайн. Китайцы молодцы, работают. 2 аккумулятора, Mekibor 21 вольт, 4 ампер-часа. Токосъемная площадка а-ля Фэнкбао. Конечно же, опять же расскажу, что у меня инструмент весь, допустим, под Makito. Я лучше предпочитаю Makito, но опять же тому, у кого инструмента вообще нет, и кому, допустим, гайковерт нужен для того, чтобы раз в сезон поменять колеса, то, в принципе, тому человеку должно быть абсолютно по барабану, какие здесь токосъемные площадки. Так, 2 аккумулятора и, опять же, головка, наверное, на 22. Да, головка опять на 22. Непонятно, опять же, почему на 22. Так как для кручения колес, монтаж-демонтаж, чаще всего применяются головки 17, 19, 21. 22 большая редкость. Ну и вот такой вот комплектик для крепления головки к шпинделю гайковерта. Штифт и резиновое колечко. Ну и вот наш весь, как говорится, комплект. Так, предлагаю сразу начать с контрольного взвешивания нашего боксера. Вот такой вот, друзья, гайковерт. Напоминаю, полностью корпус состоит из металла, то есть алюминий или цам, я уж не знаю, но скорее всего алюминий. Алюминий здесь и алюминий здесь. Пластик только рукоятка и задняя крышка. Квадрат 1/2. Ну что, взвешиваем без аккумулятора. 2 килограмма 114 грамм. Теперь взвешиваем с аккумулятором. 2 килограмма 712 грамм. Ну и давайте добавим сюда в комплект ударную головку на 18, допустим. И получаем почти 3 килограмма. То есть 2 килограмма 932 грамма. Вот такой вот у нас малыш. Для сравнения, вот я принес со старого обзора, тоже Mekibor. Вот если вот так смотреть, да, то кажется, что практически все это дело одинаковое. Ну а если приложить, так, давайте вот так, наверное, я сделаю. Вот, если приложить, то видите, насколько 600-ка компактнее за 800-ку. Вот такие два красавца. Ссылки я оставлю, вернее артикулы, в описании к видео. И на этот, и на 800-ку. Так что переходите, смотрите, кого интересует. Вы все помните, что 600-очка показала себя с достойной стороны. То есть 600 заявлено, 600 она и взяла. Ну, я думаю, что он тоже справиться со своим заявлением. Так, по сборке. Сборка, как всегда, в принципе, замечательная. Абсолютно никаких претензий по сборке я здесь пока не вижу. Все, в принципе, четко, красиво. Ручка прорезинена. Шов есть и ощущается, но взял руку и маешь вещь. То есть, все, в принципе, классно. Ничего нигде не режет. В руке лежит достойно и удобно. Ничего не болтается. А вы помните из предыдущих обзоров, что у нас здесь он установлен и соединен с рукояткой на 2 демпферах. Значит, не хотел я разбирать данный гайковерт, но вследствие последних событий, вот когда у меня был обзор на Makito, не Makito гайковертик, да, и когда я вскрыл колокол и не обнаружил там смазки, поэтому мной принято решение разбирать буквально все. Вот. Сняли бы колокол, конечно, один, без разбора всего корпуса, если бы он снимался. Но вы все опять же помните, что даже заднюю крышку, не разобрав полностью корпус, не снимешь. Поэтому сейчас
смотрим на нашу этикеточку. У нас заявлено тут 3300 ударов в минуту и от 0 до 3000 оборотов в минуту. То есть заявлена просто максимальная скорость, и на этом как бы все. 800 ньютон на метр. Ну, опять же, М6, М36, друзья, но я никак не въеду, что для чего и что это обозначено. Опять же, как и в прошлом видео, предположу, что им можно как бы крутить болты и гайки от М6 до М36. Как-то так. Ну и размер квадрата 12,7 мм, что соответствует 1/2 дюйма. Вот такой вот красивый малыш. Давайте, значит, сейчас мы промеряем эти заявленные 3000 оборотов. Берем мою головочку с меткой. Кстати, давайте я попробую на глянцевой головке, будет ли она у нас давать отражение и будут ли не правильные показания. Потому что некоторые головки дают отражение такие глянцевые, некоторые нет. Вот мы с вами как бы и проверим. Так, максимальная скорость. Значит, напоминаю, что без вот этой вот маркировки, без отражайки, наши обороты при измерении лазерным тахометром должны равняться нулю. Поехали! Видите, 67,5 оборотов из ниоткуда. Опять же, всем говорю, всех предупреждаю, измеряйте обороты правильно. То есть не берите вот такие вот покрашенные головки. Вот такая головка дает правильные результаты. Так, сейчас я промеряю вот в этом районе, чтобы убедиться, что наша головка тоже не дает отражения. Поехали. Убедились, нолик. Шикарно, отлично. Ну что, измеряем. — 2000, будем говорить, 120 оборотов. И ни центом больше. Повторное измерение. Все примерно то же самое. Так, давайте измерим на первой скорости. У нас первая скорость. Посмотрим, какие обороты на первой скорости. 1380, будем говорить так, да. И вторая скорость. Ну, округлим до 1800. Так, теперь измеряем скорость на откручивание. Она равна скорости закручивания, то есть 2000, сколько там, 140-120 оборотов. И как бы все, до 3000 все это дело не дотягивает. Единственный нюанс, если бы у меня был аккумулятор побольше, с такой площадкой под Фэнгбау, то мы установили бы аккумулятор с большей емкостью и посмотрели бы, может быть, что-то поменялось бы. Так как вы все помните обзор на Makito не Makito, там в комплекте тоже, по-моему, была 4. Вот она взяла, заявлено было 580, она взяла 400 ньютон. В принципе, продавец там честно и пишет, что она берет 400 ньютон, но на своем родном аккумуляторе. Когда я подбросил аккумулятор 8 от TPCL, то тот гайковерт справился и взял 500 ньютон. Так, ну что ж, в принципе, все посмотрели, проверили. Сейчас я все-таки хочу разобрать сей чудный девайс, показать вам и посмотреть самому, что и как. И сколько же у нас тут будет смазки. В прошлом гайковерте смазки было предостаточно. Все, разбираю, и мы продолжим. Все раскрутил, разбираем. Вот такой вот пластик. Вот видите, как держится у нас сам гайковерт на рукоятке. То есть вот через такие вот резиновые демпферные, ну, виброгасители, да. Кто-то меня спрашивал, заметно ли ощущается гашение вибрации. Друзья, не замечал, не знаю. Если я не забуду во время теста, я попробую какой-нибудь гайковертик из своих и этот. И я вам что-то тогда скажу.
Ну что, скажу вам свои ощущения в сравнении этих двух гайковертов по поводу виброгашения. Значит, сразу буду этим пользоваться, потом этим. Так, а здесь у меня не максимальная скорость. Вот, здесь максимальная. Так, еще разок этим. Значит, народ, по большому счету, никакой разницы в работе, и в частности о снятии вибраций, я не заметил. Одинаково бьет этот, одинаково бьет этот. То есть, что тот вибрирует, что этот. Ну, по мощности они примерно одинаковые. Этот 800 ньютон, этот сколько у нас там, я уже не помню. 550-600, наверное, или 550-650. Ну, короче, неважно. Вот. Разницы я не ощутил. Я не буду доставать уже контроллер. Ну, никакого смысла не вижу. У меня уже два обзора есть с таким инструментом. Вот, опять же, площадочка такая съемная под Фэнгбау. И вот наша сама башка. Так, первым делом вскрываем колокол. Ох ты, класс какой, смотрите. Все по фэншую. Смазки валом. Так, ну что, давайте, наверное, кому интересно, сделаем тоже взвешивание всех этих тарарынок, да. И вы сможете сравнить с таким же гайковертом. У меня где-то на канале есть обзор. Так, ну давайте по порядочку. Это пока откладываем. Так, циферки видны вам. Колокол в сборе с наковальней. 343 грамма. Вынимаю наковальню. Все так же у нас там установлена металлическая втулка, пластиковая шайба. Ну и вот наша наковальня. Так, супруга опять будет ругаться, что я здесь все вымазал смазкой. Ну да ладно. Итак, наковальня 102 грамма. Отдельно колокол 242 грамма. Давайте еще разок покажу. То есть смазки просто здесь наложили от души. За что китайцам огромный респект. Вынимаем редуктор. Редуктор и сам молот. Смотрим, в редукторе смазка есть. Вот видите, все вымазано в смазку. Я думаю, ее здесь достаточно. Здесь еще тоже в смазке. Итак, вес редуктора с молотом 541 грамм. Смотрим на сборку. То есть солнечная шестеренка у нас, видите, установлена под стопорным кольцом. Под культурным стопорным кольцом. Вот есть канал, называется Дядя Амбуш или Амбруш. Уж извините, точно не помню. Вот. Он тоже занимается разборкой инструмента. И вот в каких-то гайковертах он показывал, что просто проволочное стопорное кольцо. Здесь же видите, как все сделано культурно. Подшипник тоже довольно-таки культурный. Есть вот какая-то регулировочная проставочная шайбочка лежит. Ну, я ее вынимать уже не буду. Смысла в этом не вижу. По сборке вообще претензий нет. Просто супер агрегат. Фрезеровочка шикарная. Так, нам осталось открыть заднюю крышку, посмотреть на движок. А мы все помним, что движок у нас, статор движка вмонтирован в крышку. И очень туго все это дело вынимается. Опа. Вот наш статор. Крепится на двух винтах. Двигатель 6 обмоток имеет. Ну и, конечно же, 3 фазы. Так, в прошлом гайковерте вроде бы я не смог вынять ротор. Ну, давайте испытаем счастье с этим гайковертом. А тут такая же беда. Как не тяну, я не могу. Даже и больше пытаться не буду. Смысла в этом я не вижу. Внутри, видите, пластиковая крыльчатка. И вот такой вот движок. Ротор, я не сказал бы, что супер большой. Но, видите, как-то 800 ньютон он вытягивает. Хотя не знаю, вытянет ли этот. Но, думаю, что вытянет. Вот опять же фрезеровка. Все сделано как бы отлично. Совершенно забыл взвесить вот эту вот бандурину, да, с ротором.
Вдруг кому-то будет интересно. 647 грамм. На этом все с разборкой. И приступаем к самому интересному, к проверке, конечно же, его возможностей. Сейчас собираю все в кучу. Идем в гараж на мой стендик и тестируем. Приступаем к тестам. Значит, забыла, наверное, показать, помимо постоянной скорости на откручивание, у нас также есть и механизм автостоп. То есть нужно это для того, чтобы, когда гайка либо болт отвернулись, не улетели там нам в лоб или, не дай бог, побили чужую машину. Так, головка на 32. Так, оснащаем. Берем головку на 32, на 3/4. Значит, зажимаем что? 400, 600, 800. Если 800 берет налегке, допустим, пробуем, допустим, 850. Но я все-таки думаю, что 800 заявлен, 800 и остановится. Итак, начинаем с 400. Сверху задание 400. Поехали. Про подставочку уже не рассказываю. Рассказывал в одном из прошлых видео. Так, нет, вот удлинитель. Жмем 400. Есть 401 ньютон. Следующую гаечку зажимаем 600. Так, память. Ищем 600. 500, 800, 600. Сбрасываем 600 ньютон. Вперед. Так, тут трубу. И понеслась. Сколько там? 600. 602 ньютона и 3 десятки. Так, и третий мы будем зажимать с вами на, где мое задание, 800 ньютон. Ага, вот оно, 800 ньютон. Делаем сброс. Вперед. Зажимаю рычагом почти 2 метра, без малого. Денис, смотри там. Так, до земли не хватило мне. Не хватило, подожди, Денис. Не хватило немножко поворота. Опа. Вот так вот нормально. Сколько? 808 ньютон, почти 809. Даже так покажем. Не сбросилось почему-то сегодня. Так, ну что, давайте смотреть, откручивать. Постоянная скорость. И поехали. 400 ньютон. Вообще даже без напряга. Итак, 600 ньютон. Почти без напряга. Ну и 800 ньютон на этом поработавшем аккумуляторе. Поехали. Быстро и отлично. Ну что, давайте постучим и зажмем вот эту четвертую гайку 850 ньютон. Посмотрим, что у нас получится. 850 ньютон. Сброс.
Сверху 850 ньютон задание. Погнали пробовать. А вдруг? Зря я, конечно, при первом гайковерте такого не сделал. Думал 900, но надо было 800. Так. Ключик, ключик золотой. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Денис, снимай там, сколько у нас получится. Наверное, я не дотяну. Давай переставлю ключа. Так. Вот так вот, наверное, хорошо. Сколько? 855 и 5. Ну и что, попробуем. Попробуем, что получится. Ну, Боже, поможи, как говорится. Вперед. Воля! Честно скажу, не думал. Не думал, что он столько возьмет. Это замечательно, клянусь Богом. Надо будет проверить и такой же другой гайковерт. А вдруг тут тоже возьмет 850 ньютон. Так, итого мы имеем 850 ньютон. Думаю, дальше уже все это дело бессмысленно. Даже 855 ньютон. Что делаем сейчас? Берем новый аккумулятор. И на каждой скорости проверяем, как наш гайковерт зажимает. Начинаем с большой скорости, с третьей. Третья скорость. Поехали. Держим примерно 10 секунд. Я подожму гайки, чтобы было без удара. Итак, третья, вторая, первая скорость будет. Третья скорость. Поехали. 10 секунд. Так, вторая скорость. Вторая скорость, 10 секунд. И у нас осталась первая скорость. Вот горит одна палочка. Тоже 10 секунд. Ого. Так. И что, пробуем на отворот. Друзья, подставку использовать я уже не буду. Это удлинит видео. Нам тут точные значения не нужны. Плюс-минус, как говорится. Будем посмотреть. Начинаем с третьей скорости. И пробуем откручивать. Денис, иди сюда, на эту сторону. Тяну опять же плавно, нежно и аккуратно. Не понял. Замерзли показания? Угу. Фух, сколько? 777 ньютон. 3 топора. Нифига себе. 777 ньютон. Обалдеть. Так, давайте вторую скорость. На всякий пожарный сделаем сброс. Никогда не подумал, что 777 ньютон. Наверное, придется нам тест перетестировать. Что-то я тут сомневаюсь.
Замерзли показания? А? Я не вижу за тобой. Сколько? 642 ньютона. Во. Может быть и правда все-таки. Раз тут 642 на второй. Да. Сбрасываем и проверяем первую скорость. Поехали. Сколько? 400. Будем говорить 14. Вот. 414 ньютон. Так, ну все-таки меня напрягает третья скорость, хотя я уверен, что это правда. Давайте-ка мы еще раз попробуем постучать. Вот. Аккумулятор уже подсевший будет. Так. Вторая, третья. Поехали. 10 секунд постучим и промеряем. Плюс-минус 10 секунд. Так, ключик наш сброшен. Давай посмотрим, что нам покажет теперь. Неужели с таким усилием жмет? Ну что, поехали. Фу. 753,6, 754. В прошлый раз было 777. В принципе, это есть, друзья, правда. Вот, короче, тесты мы закончили. Народ, ну что я хочу сказать. Значит, первым делом хочу сказать всем тем, кто покупает гайковерт и сразу же бежит на колесо пробовать открутить колесо. Когда колесо не откручивается, они кричат: гайковерт полное Г. Так вот, ребята, тем из вас, кто так делает, я бы посоветовал не сразу бежать с ним на колесо свое, да, а если это касается микроавтобусов, там, джипов каких-нибудь, вы лучше сразу сбегайте к соседу в соседний автосервис, возьмите динамометрический ключ, вот, на 1000 хотя бы ньютон, да, и попробуйте этим ключиком сорвать вашу гайку, либо ваш болт. И посмотрите, с каким усилием вам на каком-то там, не знаю, СТО, либо вы сами, прыгая на трубе, зажали свою гайку, не то свой болт. Плюс вы зажали свежую, и дадим время, допустим, коррозия, там, растяжение, натяжение металлов. Все это, конечно, дает в плюс. Потому как многие пишут, что ты тестируешь, свежую гайку открутил, закрутил. Ребята, на заводе ведь так и тестируют, допустим, или в той же метрологии. Точно так тестируют. Никакой ржавчины на гайке нет, ничего нет. Закрутили, открутили, проверили. Вот. А все остальное уже нам дает там дополнительный плюс ньютон. Это время и коррозия. Так что вот такие дела. Купили гайковерт, динамометрическим ключом проверили усилие затягивания, зажатия ваших колес. И только потом пишите, допустим, в отзывах. Неважно, к этому магазину, к другому магазину, там, что гайковерт плохой и не берет ваши болты либо гайки. Вот. Ну а что по сегодняшнему эксперименту? Сегодня меня, честно говоря, данный малыш удивил. В то время, когда мы покупаем там с заявлением 1500 ньютон, да, пробуем крутить, он крутит там 800-1000, мы как бы не удивляемся этому. А здесь, поскольку заявлено 800, он взял немножко больше, 850 ньютон, ну, конечно, это удивило. Вот, машинка хорошая, рабочая, напоминаю, корпус полностью металлический, ну не считая рукоятки. Сюда бы еще хорошие аккумуляторы такие, ампер по 8, и думаю, 1000 ньютон он хоть как, но вытянет. Вот, поэтому смело, без зазрения совести, абсолютно рекомендую к покупке, кому нужно, кому не нужно, это видео, наверное, не смотрит. Вот, артикул я дам в описании к данному видео, заходите, смотрите. Ну, на этом с вами будем прощаться. Сегодня был на обзоре вот такой вот гайковертик у нас. Meki-Bor 800 ньютон. Всем счастья, здоровья и до новых видео. Пока. А что это вы здесь делаете? А?
Кино-то уже кончилось.